«Газпром» и китайские компании CNPC и Pipe China подписали соглашение о дальневосточном маршруте поставок российского газа в КНР. Ну и давайте цитату «Газпрома», наверное, прочитаем. Соглашение регулирует взаимодействие сторон в процессе ввода и дальнейшей эксплуатации трансграничного участка газопровода через реку Уссури в районе городов Дальнереченск, Россия, и Хулинь, Китай, включая вопросы оперативного управления и технического обслуживания. Ну, то есть газопроводы, у нас зачастую не совсем понимают, когда, например, видят, что Сила Сибири – это газопровод, который до границы с Китаем. Дальше газопровод продолжается, точнее, система магистральных газопроводов. Но там этот газопровод, который идет дальше, идет под другим названием, другие люди его строили, другие люди на него выделяли деньги, совершенно другие деньги на него выделялись. И, как это ни удивительно, другие люди управляют. И для того, чтобы вот в момент вот этого перехода как-то регулировать отношения, подписываются соответствующие соглашения. То есть вы у себя, мы тут собираемся проводить, допустим, профилактику. Вы могли бы краник перекрыть пока, и вот как именно этот процесс будет оформляться. Ну вот, собственно говоря, об этом подписано соглашение. Уже такие технические подробности, как сделать так, чтобы газопровод работал ритмично, без сбоев. Все понимали, когда он нужен на максимальную мощность, когда на минимальную и так далее. Ну, а дальневосточный маршрут, я напомню, это то, что будет идти откуда-то с острова Сахалин. Не уточняется. Вот откуда-то с острова Сахалин. Знаете, время беспокойное, поэтому точных названий месторождений не будет. Просто откуда-то. Даже не на острове, вообще непонятно. Вообще, вот откуда-то, вот знаете, откуда-то в сторону Китая 10 миллиардов кубических метров будет поставляться. И я видел тут странные, немножко заявления о том, что не используются для газификации все эти мощности. Это интересные были заявления, особенно вот мы в эфире пару-тройку месяцев назад давали новость о том, что в Благовещенске газифицировали котельные. Видимо, это какая-то другая газификация, это не той системы, не оттуда. В общем, вот эти экспортные маршруты позволяют в том числе ускорить и газификацию регионов, потому что повышает экономическую привлекательность добычи. Сахалинский маршрут пойдет по Хабаровскому краю, по Приморскому краю, соответственно, возможности строить газоотводы, газифицировать электростанции, газифицировать котельные появятся. А если удастся найти все-таки более-менее крупное подземное хранилище газа, то и уровень газификации будет подниматься быстрее. На день сегодняшний 28% у нас в Приморье, или, если уж точнее, вдоль Амура, есть с чем сравнивать. В 90-м году, во времена Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, уровень газификации там был 0. Ну, тут надо заметить, что ряд регионов, та же Иркутская область, там вообще интересно, указан уровень газификации порядка 1,3, если я правильно помню. Но часть этой газификации прямо в официальной статистике учитывает газификацию пропан-бутаном, что крайне нетипично сейчас для нашей статистики. Но, опять же, упираемся еще и в вопросы хранения. Кстати, как Иран. Как Иран на своей территории. Вот тут можно такую параллель провести. На всякий случай напомню, что самое восточное подземное хранилище газа на территории России в Ханты-Мансийском автономном округе. Все остальное значительно восточнее, и действительно с газификацией будут большие проблемы. Крупных потребителей запитать можно, с небольшими, то есть с обеспечением бытового газа, сложно. Спрос непостоянный, регулировать можно только подземным хранилищем, либо выстраивать целую какую-то разветвленную сеть распределительную, но это дорого. «Газпромнефть» и «Красцветмет», это мы все еще про питерский форум, договорились создать решение для добычи элементов из гидроминерального сырья. Партнеры запустят совместные инжиниринговые проекты по добыче из гидроминерального сырья лития. Вот почему-то как-то обошлись без ключевых месторождений. Брома, стронция, ванадия и галлия. Стороны займутся развитием отечественных технологий и оборудования для извлечения и переработки ценных химических компонентов, а также рассмотрят возможность сотрудничества в других направлениях. На первом этапе партнеры проработают бизнес-модель совместной деятельности, а также оценят спрос на продукцию и технологические решения на отраслевом рынке. Это, кстати, важное замечание, сейчас прокомментирую. В дальнейшем «Газпромнефть» и «Красцветмет» смогут тиражировать свои разработки как на месторождениях в России, так и за рубежом. Ну, во-первых, что за гидроминеральное сырье есть? Нет, для начала Красцветмет. Крас — это Красноярск. Да, просто, чтобы география появилась. Да. Так вот,
Что за гидроминеральное сырье? Есть такие попутная жидкость. Знаете, обводнение месторождений, вот это все. То есть то, что является, в общем-то, проблемой при добыче, вот из этой жидкости будут извлекаться полезные элементы, перечисленные там выше. По поводу изучения рынка. Вообще есть, как мне кажется, глубокое непонимание фундаментального момента, связанного с текущими торговыми конфликтами, если угодно. Сырье важно, но не является определяющим. В конце концов, если у вас будет переработка и производство конечной продукции, сырье вы получите. А если у вас будет просто сырье без переработки и реализации конечной продукции, то сырье ваше получит кто-то другой в итоге. Вот как-то так. При этом ваша добыча будет зависеть от того, что происходит на мировом рынке. Я сейчас ни слова не сказал про нашу угольную отрасль, слава богу. Либо хорошо. Нет, с другой стороны, там рост наблюдается, так что небольшой, но... Из вещей с углем связанных совершенно парадоксальных, две крупнейшие страны, которые больше всего добывают, больше всего потребляют, Китай и Индия, не экспортируют уголь. И у них с угольной отраслью все в порядке, а мы экспортируем. Китай нетто-импортер угля. Тут куда бы они экспортировали? Нет. Можно, конечно, задаться вопросом, что они, учитывая, как они могут быстро увеличивать и поставлять, могут. Но для себя. Только для себя. Да. В результате у них кризиса нет, у нас есть. Мы зависим от внешних обстоятельств. И от внутренних, конечно. Ах да, и у нас еще налоги, собираемые с отрасли, зависят от австралийского эталонного австралийского каменного угля. Совершенно логично. Если ты добываешь уголь в Ростовской области или ты добываешь уголь на полуострове Таймыр, налоги должны зависеть исключительно от того, как дела у австралийских шахтеров. Это логично. Здесь с Минфином поспорить вообще невозможно. И если кто-то думает, что это шутка, это не шутка. Это вообще абсолютно не шутка. И в этом ужас ситуации. Но давайте о хорошем дальше. «Газпромнефть» и правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры заключили соглашение об извлечении йода на территории региона. Сейчас 90% йода, для понимания, импортируется Российской Федерацией. А давайте, кто производит, глянем, а то мы так составили некий рейтинг. Всего 10 стран производят йод в мире. Чили – рекордсмен. Япония на втором месте. И все остальные, знаете, это и на 10-м месте все остальные. На первом месте Чили, на втором Япония, на 10-м все остальные, включая Российскую Федерацию, которая производит 3 тонны. 3 тонны йода. А йод это что? Это не только, не только ценный мех. Знаете, классика просто требует этих фраз. Так вот, йод – это добавка, это пищевая добавка. Йод – это производство различных это, в общем, это фарма. Это, плюс ко всему, еще и производство волокон, потому что йод используется в нефтегазохимической промышленности в качестве катализатора, точнее, там соединения, не суть. То есть йод – это действительно важная для нас вещь. И, учитывая, что 90% мы импортируем, наверное, как-то надо собственное производство развивать. И, собственно говоря, если видите, среди стран, добывающих, Европы нет, поэтому там сейчас в политике с дефицитом йода. У нас в комментариях уже как-то шутили до эту тему. И вот видите, хопа, закольцевалась эта шутка. Да, если что, фарма использует йод как раз для того, чтобы такого безобразия не было. И смелое заявление сделал генсек ОПЕК Хасам Аль-Гайс. Давайте, наверное, его цитату приведем. «Независимо от любой ситуации, спрос на нефть растет. К 2050 году на планете появится еще 2 миллиарда человек, а экономика мира удвоится. Еще 500 миллиона человек будут жить в городах. Что это значит с точки зрения инфраструктуры? Рост спроса на энергию». Мне вообще очень нравится, что единственная крупная организация, которая уделяет внимание демографической составляющей, это ОПЕК. Единственная организация, которая напрямую заинтересована точно знать, сколько нефти надо будет и сколько ее надо будет добывать. То есть они считают, с текущей динамикой плюс 2 миллиарда. Там он в этой речи еще вспоминал про те 2 миллиарда человек, которые сейчас живут в глубоком энергодефиците. А глубокий энергодефицит – это не то, что в Европе, знаете, энергетическая бедность, когда вы из триады лекарства, еда
и энергоносители должны выбрать только две составляющие, от чего-то отказаться. Нет, это прям когда у вас просто нету, либо просто нету вообще энергоносителей, ну, кроме дров, которые вы где-то вот нашли и подожгли. Вот. Либо у вас они в страшном дефиците. Это четверть населения планеты. Если их благосостояние довести хотя бы до благосостояния среднего жителя не Соединенных Штатов, не Европы и даже не Российской Федерации, а, скажем, Южной Америки, то неожиданно потребление энергоносителей увеличится. Увеличится настолько, что надо будет добывать на десятки миллионов баррелей больше. Вот как-то так. Есть такая ассоциация энергетических компаний Африки. Вот по их данным, на этом континенте 700 миллионов человек вообще не знакомы с тем, что такое электричество. Казалось бы, причем здесь нефтепродукты, но все, что там связано с электрификацией, наверняка начнется с небольших электростанций, которые наверняка будут работать либо на мазуте, либо на дизельном топливе. Ну, там есть и уголечек, и там задаются периодически... Есть? Африканские страны вообще мне очень нравятся. Они задают вопрос. Вы, особенно когда там с европейцами общаются, вы от нас требуете, чтобы мы ставили ветряки и солнечные панели. Это здорово, но у нас есть уголь. Может, мы будем использовать свой уголь для производства электрической энергии? Нет, покупай у нас ветряки. Вот, покупай у нас солнечные панели. У Китая не покупай, ни в коем случае. Нет. Покупай у нас солнечные панели, ставь их. Этим ты спасешь планету. А уголь, это очень страшно. Уголь – это очень страшно. Поэтому свой уголь не используй. Используй наши ветряки, наши солнечные панели. Китайские не используй. Помни об этом. Еще можем подкинуть аккумуляторных батарей. Так вот. Да, это вообще прекрасно. На энергетической панели, собственно, в рамках Питерского форума выступил глава Роснефти. Он традиционно делает большие доклады, в целом, знаете, такого монументального характера об энергетике вообще, о мировой, о российской. Вот. И мне понравилось, что наш министр энергетики, еще ряд крупных функционеров не только из России, но и из других стран, и вот глава Роснефти заговорили об энергопереходе в таком, знаете, с большим вопросом, что ли. То есть, в принципе, конечно, Игорь Сечин всегда был углеводородным оптимистом, то есть человеком, который говорил, погодите, ну куда вы бежите? Ну вот с этим вот всем. Зачем вы рассказываете про пик нефти? Да, когда-нибудь будет, но не сейчас. Сейчас надо вкладывать деньги и добывать. Вкладывать и добывать. Почему-то все еще эта стратегия работает. И тут на официальном уровне стали задаваться вопросом, а точно зеленый энергопереход, он безальтернативный? Для понимания, что за зеленый энергопереход, а то все говорят, что это? Это энергопереход в череде, это четвертый энергопереход в череде вот энергопереходов, которые были в прошлом. Но фундаментально он будет отличаться тем, что доминирующим энергоносителем станет электричество, вырабатываемое из возобновляемых источников. В первую очередь солнышко и ветер. И впервые, как прогнозируется в рамках ключевого радикального сценария зеленого энергоперехода, потребление остальных энергоносителей начнет сокращаться. Просто при прежних энергопереходах, когда освоили нефть, освоили газ, потребление всех остальных энергоносителей продолжало расти. А тут говорят, нет, все. Вот на этот раз точно. Основное отличие нового энергоперехода, все предыдущие были обусловлены развитием науки и техники, а не политической воли неких деятелей, которые собрались и решили, что будет так. В этом новом энергопереходе есть 4 составляющие. Все определено, на бумажку записано, запротоколировано. Децентрализация, декарбонизация, и еще энергоэффективность и цифровизация. Почему, в связи с чем декарбонизация, никто не знает, так написано. Делает так. Впервые о том, что энергопереход в каждой стране должен иметь собственный сценарий, который должен быть согласован с имеющимися у страны возможностями геологическими. Есть месторождения, нет месторождения, есть ветер, нет ветра. Страны разные бывают. Заговорил в 2021 году на Российской энергетической неделе Владимир Путин. Тогда не услышали. Сейчас постепенно, может быть, вот испанцы немножко помогли, может, еще какие-нибудь добрые люди, заморозившие Техас, начинают постепенно слышать.
Ну и, собственно, давайте чуть-чуть про доклад, потому что он в целом про энергетику, и там пару вещей хотелось бы проакцентировать. Поиск новых источников энергии никогда не прекращается, и сегодня идет активная работа над разработкой целого ряда многообещающих технологий, однако до их полноценного внедрения далеко. То есть, когда говорят, технологии-то развиваются, будут прорывы, но это как с динозавром в известном анекдоте. Либо будет, либо нет. А свое будущее, особенно в области энергетики, строить исходя из того, что, может быть, будет прорыв. Как-то странно. Он будет? Точно? Не точно. Во внедрении любого изобретения есть несколько этапов. Начинается это с научно-исследовательских работ. Научно-исследовательских работ. 3 буквы в аббревиатуре НИР. Из них 10% доходит до уровня НИОКР, научно-исследовательской опытно-конструкторской работы. То есть то, что придумали в высокой науке, пробуют применить в практике. Из них 10% доходит до промышленного уровня. Когда нам рассказывали про водородные программы, мы находились на уровне НИР. Что из всех разработок и когда из этих разработок будет реализовано и экономически оправдано, предсказать не может никто, кроме политиков. Политики все уже знают. Не всех. Есть отдельно взятые политики, группы, они так сконцентрированы особо как же, и в России есть водородная стратегия. Нет, стоп, у нас не водородная стратегия, у нас это теперь часть энергетической стратегии. То есть оно как-то туда вписалось. Водородная стратегия 2020 года никем не отменена. На сайте правительства можно найти. А почему 2020 года? Потому что в Европе в 2020 году была принята такая же стратегия. Раз там принято, то надо туда бежать. И кстати, давайте дадим слово Игорю Сечину и по поводу синтеза альтернативных и традиционных энергоносителей. Синтез традиционных и альтернативных источников энергии на сегодняшний день является оптимальным решением для развития глобального энергетического сектора. Вы знаете, вроде как мысль простая, но она идет полностью вразрез с тем нарративом, если угодно, из которого исходят практически все энергетические стратегии, из которого исходят практически все прогнозы крупнейших аналитиков, которые еще недавно говорили, что будет золотой век газа, потом, что в Европе будут добывать сланцевый газ. Теперь они говорят, ребята, везде будет зеленая энергетика, везде. Поэтому от ископаемого топлива надо отказываться. И мне сегодня очень понравилось. И зеленый водород. И зеленый водород. Мне очень понравилось тут Управление энергетической информации при Минэнерго США заметило страшное из серии, ребята, а вы знаете, оказывается, молодежь не хочет идти в нефтегаз, а старые кадры выбывают, и на смену им некому идти, то есть геологов, инженеров никого нет. Не то, что вообще никого нет, понятно, кто-то идет, но количество желающих не соответствует потребностям отрасли. И отрасль в какой-то момент начнет сталкиваться с жесточайшим дефицитом. А почему они не идут в нефтегаз? А потому что им 2 десятилетия, извините за выражение, жужжат в уши, что, ребят, нефтегаз скоро не будут нужны. Все, пик нефти, не сегодня-завтра. Все, это вообще грязно, отвратительно, мерзко. Давайте лучше возьмем лодочки, поплывем к какой-нибудь российской платформе где-нибудь в северных морях и попытаемся ее работу заблокировать. Это молодцы, этим вы спасете планету. А тут оказывается, нужны люди. А люди не идут. Почему? Потому что вы им объясняли, что туда идти не надо, они туда не пошли. Странно. Есть страна, кстати, которая своими действиями опровергает неизбежность радикального зеленого энергоперехода. Давайте цитату по этому поводу. Кто угадает эту страну без цитаты, тот молодец. Нет, если можно следующую цитату, тут про общие соображения. Уникальным примером грамотного подхода к развитию энергосистемы является Китай, на долю которого сегодня приходится 1/3 мировых инвестиций в энергетический сектор. И да, там не только ВИА почему-то. Китай – это еще и крупнейшая страна по введению в эксплуатацию угольных электростанций. Там вводятся гидроэлектростанции, там строятся газовые электростанции, атомные электростанции. О, ужас! Русские в том числе строят и в Китае атомные электростанции. Часть нашей аудитории сейчас может заплакать, что мы еще и Китаю строим атомные электростанции. Какой кошмар! Почему-то они развивают все. Может, они чего-то знают? Чего не знают в Европе, на которую мы ориентируемся. На всякий случай, наверняка многие часто видят в наших СМИ, в западных СМИ огромные объемы солнечных ветряных электростанций, которые строятся в Китае.
Разрешение на строительство новых угольных электростанций только в этом году в Китае выдано на общую мощность 100 гигаватт. Там развивается все пропорционально, так, чтобы не было перехлестов, подобных к испанским, так, чтобы не было таких проблем, которых в самом Китае умудрились добиться в 2021 году, не запасясь углем. Ну и так далее. Аккуратненько, пропорционально, по тем принципам, которые в 2021 году обозначил Владимир Путин. Каждая страна выбирает свой сценарий с тем, чтобы не было нарушения собственных интересов.